Всем привет! С вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. Сегодня мы с вами сделаем очень классные и очень модные колечки из бисера. Список материалов, которые я использую, вы найдете в описании под этим роликом. Заходите, смотрите, у нас в интернет-магазине greenbird.ru можно купить все эти материалы для того, чтобы сделать такие же классные колечки. Я хочу сделать такой красивый перстень, который будет с кристаллами, а кристаллы будут вставлены в оправу. Давайте я покажу, каким образом лучше всего вставлять кристалл в оправу. Мы берем, вставляем кристалл в оправу и зажимаем вот эти лапки сначала чуть-чуть с одной стороны, потом с противоположной. Не зажимайте лапки сразу, потому что оправу может чуть-чуть перекосить и кристалл вставится неровно. Потихонечку, чуть-чуть поджали с противоположной стороны, еще чуть-чуть. И так за несколько заходов вы зажимаете лапки до конца. Все, кристалл вставлен в оправу. Колечко мы сделаем с помощью тросика. Я взяла самый тонкий, толщина 0,12, цвета жемчужного, чтобы подходил под жемчуг. Сначала, конечно же, мы сделаем кусь. Откусим примерно вот столько тросика, пройдем через одно отверстие оправы и вернемся назад. Теперь на эти усики мы будем набирать жемчуг. Берем бусину 4 мм и надеваем ее сразу на два кончика тросика. А дальше я хочу сделать более тонкую цепочку, поэтому я беру жемчужинки 3 мм. И все, теперь мы набираем на два кончика тросика жемчужинки до тех пор, пока у нас не будет колечко нужной нам длины. На жемчуге бывают наплывы краски, это нормально, но для того, чтобы нам было удобнее работать, у меня есть вот такой набор инструментов. Это называется расширитель отверстий. Когда мы видим наплыв краски, мы вот так вот чуть-чуть вставляем инструмент, несколько раз поворачиваем в разные стороны. Все, краска пропадает, и нам становится проще вставлять тросик. Вот так, раз, все. Помогайте себе расширителем отверстий, если у вас тут есть наплывы краски. А они в бусинах, жемчужинах присутствуют, как правило, всегда. Сразу несколько я бусин обработаю, чтобы потом мне к этому не возвращаться. А пока я набираю бусинки на тросик, вы обязательно поставьте нам лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить наши следующие ролики. Потому что в наших следующих роликах мы сделаем еще несколько очень классных колечек из бисера. Мы сейчас будем плести очень много колечек из бисера, потому что кольца из бисера – это тренд. Не забудьте, что первая и последняя жемчужина у нас крупнее, 4 мм. И теперь мы делаем, смотрите что. Один кончик тросика заводим в отверстие оправы, и другой кончик тросика мы заводим во второе отверстие оправы. Все подтягиваем. И дело остается за малым. Нам остается всего лишь придумать, как это здесь закрепить. А как нам это здесь закрепить? Это же очень важно на самом деле. Сейчас как мы кольцо закрепим, так оно и поплывет. Мы возьмем кримп и попробуем закрепить наш тросик. Наденем кримп сразу на два кончика и подтянем его туда вот прям самый дальний конец под оправу. Натянем тросик, подтянем все крепко, чтобы здесь у нас ничего не торчало и не обвисло. Подлезем туда инструментом и вот так вот раз, и кримп закусили. И теперь тросик мы просто вот так вот откусим, и все, колечко готово. Ну такое классное, посмотри. Шикарно. А если они так просто делаются, почему мы не делали их раньше? Круто получается. Кстати, если вам нравится мой кулон, а он у меня двусторонний, то посмотрите здесь в подсказках, ссылка на ролик, мы уже делали видео о том, как сделать такой же. И сейчас в пару к этому колечку мы с вами сделаем еще одно с помощью бисера. Посмотрите, мы возьмем кристаллы, на этот раз овалы. Они есть совершенно разных оттенков. Я хотела сделать зеленое колечко и теперь не могу выбрать, какой из кристаллов взять. Но есть одна вещь, которая поможет мне сделать выбор. У кристаллов есть два варианта задней стороны. Вот такая вот фольга. Это более прочное покрытие, или вот краска. Многие кристаллы сзади просто покрашены. Это может быть опасно, когда вы будете закреплять их в оправу или будете закреплять рядом кримп. Есть вероятность поцарапать заднюю сторону этих кристаллов. То есть, если вы хотите работать с такими кристаллами, у которых не фольга, а краска, возможно, сначала стоит покрыть их лаком. Ну, лаком для ногтей, например, чтобы они высохли, и это покрытие заднее было более крепкое, потому что вот любое неосторожное движение инструментом, краска сотрется, и с лицевой стороны станет очень сильно видно поврежденный участок краски сзади. Чтобы у меня все гарантированно получилось так, как мне хочется, я буду выбирать кристалл с фольгой. И вот этот цвет эренит, мне кажется, да? Это эренит. И мы вставим этот кристалл в оправу. И точно так же, как мы делали с сердечком. Сначала слегка один усик,
противоположный не до конца, еще один усик и противоположный. Все мы это загибаем не до конца, а вот уже со второго, с третьего раза делаем покрепче. Видите, что я имела в виду? Когда мы закрепляем кристалл, то вот тут вот на задней части инструмент попадает на покрытие. И если делать это очень неаккуратно, то можно его поцарапать. Поэтому всегда следите за тем, чтобы инструмент не царапал заднюю сторону кристаллов, когда вы вставляете их в оправу. Все, вставили. Здесь мы действуем точно так же, как действовали с этим колечком. Вставляем тросик в одно отверстие и возвращаемся назад через другое. Выравниваем кончики, чтобы они были одинаковой длины. А теперь на каждый конец мы набираем бисер. Я хочу белый. Для того, чтобы бисер у нас не сползал с одного конца, пока мы набираем его на другой, я буду использовать вот такой инструмент, пружинку, он называется битстоппер. В данный момент они временно закончились у нас в продаже в интернет-магазине greenbird.ru, но ссылку на них все равно я оставлю в описании под этим видео, когда-нибудь они вернутся, и обязательно купите себе такой, потому что это очень классная и очень полезная вещь, сами увидите. Вот так, оп, цепляем, и все, бисер теперь никуда отсюда не денется, можем спокойно набирать его на второй кончик. Набираем столько же бисерных, сколько набрали на первый. У меня 31 бусинка. Все, мы набрали на каждый кончик тросика по 31 бисеринке, и теперь время закончить наше колечко. Будем действовать по старой схеме. Один кончик проведем в обратном направлении через одно отверстие. Мы теперь сделаем 2 кримпа, и я прям буду стараться очень сильно и очень крепко его закусить. Закусила первый, проверяю, что никуда он не девается, действительно так и есть, и надеваю рядом второй для дополнительной надежности. Все, 2 это лучше, чем 1. Тросик отрезаем здесь под корень. Теперь проходим другим кончиком с противоположной стороны и надеваем сначала 1 кримп. Подтягиваем весь бисер, подтягиваем так, чтобы тросик не висел, и там его прикусываем. И для дополнительной надежности, чтобы ничто у нас никуда не делось и не развалилось, рядом мы надеваем еще 1 кримп. У меня кримпы 1,5 мм. Они небольшие, поэтому они здесь совершенно не будут мешаться, даже если их 2. И точно так же второй кримп я закушу волшебным кримпером, потому что у него кончики короче, и значит я сильнее смогу его схватить. Сильно сжали и делаем кусь. Ну, шикарно. Вот такая получилась красота. Вот такие классные, шикарные колечки из бисера и жемчужин у нас получились. Обязательно сделайте такие себе, украшайте себя, подруг и весь мир вокруг. Пока-пока! Профессионалы работают, у нас не бывает фейлов. Наденем кримп сразу на 2 кончика, и вот так вот раз, и кримп закусили. Как ты думаешь, нам 1 кримп нужен или 2? Да не, нормально. И точно так же на этот кончик набираем 1 кримп. Убедитесь, что кримп держится крепко. Если хотите, можете сделать по 2, чтобы прям наверняка. И кусь. На какой палец его примерить? Слишком много колец, слишком много пальцев. Нет, они не здорово смотрятся вместе. Надо было 2 кримпа сделать. Ну что ж, с кем не бывает. Надо было сильнее зажать. И сделать 2. Хорошо. Мы сейчас проведем работу над ошибками. Нет, это не повторится.